Есть у меня вот такой вот чемоданчик из 80-х годов, или, как некоторые скажут, кейс, а в нем внутри лежит приемник. И подумал я, что бы мне послушать на этот приемник. Радиолюбителей на 145 МГц я уже на него слушал. Ну, не 148 же МГц слушать, это скучно. И решил, послушаю-ка я радиохулиганов и матершинников на спутниках Сатком. У приемника этого диапазон рабочих частот от 20 МГц до 1000, то есть прекрасно перекрывает все саткомовские UHF частоты 250-260 МГц. Все можно на него прекрасно послушать. А еще удобно то, что у приемника встроенный источник питания, не нужно никаких к нему аккумуляторов внешних подключать, никаких лишних проводов, только приемник и антенна. А антенна у меня будет кросс-диполь. Это два диполя, крест-накрест расположенных и соединенных между собой через отрезок фазосдвигающего кабеля. Также эта антенна имеет рефлектор, который, как вы видите, сделан из решетки от телевизионной бытовой антенны. Итого это получается двухэлементная антенна. Активный элемент и рефлектор. Антенна эта у меня закреплена на дереве с помощью проволочек. Можно ее легко направлять в разные стороны по максимуму сигнала. Сегодня прекрасный, жаркий летний день. Я нахожусь, как вы видите, в лесу. Можно было бы этот самый Сатком послушать и в городе. Можно эту антенну поставить и на жилом многоквартирном доме. Но в лесу это делать просто приятней. У приемника есть вот такие вот складные ножки, с помощью которых его очень удобно поставить на столе. Антенну я буду подключать отрезком короткого кабеля RG223, в котором, я думаю, будет очень небольшое затухание на частотах 250 МГц. Вот уже включив приемник на 257 МГц, наблюдаю каких-то людей на неведомом мне языке общающихся. Предполагаю, что это такие же, как и наши российские любители, хулиганы, так скажем. Ave Maria, pai, quantas pontes de dedo que eu macetei e pega a mola, show. Забавные товарищи. В память приемника у меня записано несколько частот, которые активно используются на этих спутниках Сатком. Вот на другой частоте тоже слышно каких-то товарищей не русскоговорящих. Привет, салют. Слышу тебя хорошо. Вот и чисто. Никто не говорит вкачивать полкиловатта постоянно. Сделай ты 1 ватт и хорошая антенна, и ты шуметь не будешь. А когда ты сидишь, с резинкой, ставишь не на мощность какую-то, там вообще мизерную, и шумишь, а потом говоришь, то, что вот это я был, на маленькой мощности. Да ты нужен, шумящий такой, сделай антенну. Это я был, с маленькой антенной, что непонятно, что ли, Прямо сломай ее, прямо сейчас, Слышу, готов услышать хруст. Так их, так, не слабляться, ебаный в рот. Вот и наших русскоязычных, русскоговорящих радиохулиганов слышно тоже. Да не принимаем мы вас с таким сигналом, совершенно не принимаем, это же какой-то. Аберон, что вы такое, Аберон, говорите? Вы как вы общаетесь с человеком? Человек подошел, ну, неправильно. Есть ведь регламент пиратский. Надо сразу его сказать ему. Пошел на... Ой, прошу прощения, но я только новенький здесь, только недавно, Я сейчас выйду с 4 ватт с маленькой антенки для проверки. И пускай любой сторонний наблюдатель подскажет, как, кто идет. Да кто там все бормочет-то, твою мать-то, когда-нибудь это отключится он или где, Кому он там что-то оказывает? Он не слышит он себя. Что ты хочешь? Слышит? Так, ну вот, выходит механик, 4 ватта, антенна говно, из говна и палок. Сравнивайте сигнал. Кажется, что человеку, когда он учился в школе,
учителя и родители не давали ругаться матом. И вот он вырос, стал самостоятельным, независимым и теперь ощутил свою свободу и думает, что можно ругаться матом вместо каждого нормального слова, говорить мат. Но ведь свобода и независимость не в том, что мы можем ругаться матом. Парни, поймите, вы на этих спутниках с Атком представляете нашу страну, Россию. Хоть и незаконная эта работа на этих спутниках, но все равно их может услышать много людей в разных странах мира. И представьте, что эти люди подумают, услышав такое количество мата. Они могут подумать, что мы, русские, все так разговариваем. А ведь это не так. Послушаю-ка я лучше авиационный диапазон. Там, по крайней мере, матом не ругаются. И что удобно, частоты все известны. И трассы воздушные, и гражданские аэродромы, вся эта информация нанесены на радионавигационные карты, на схемы районов аэроузла. Там написаны все частоты, позывные. Все очень удобно. Информация эта абсолютно доступная. И, кстати говоря, пилот в самолете на радиостанции не включает номер канала, как это делают, например, морские или речные судоводители, а набирает частоту непосредственно в мегагерцах и килогерцах. Думушка 12.06, на третьем левом, заход 240 на резервном. Разрешил заход левым. Разрешил 12.06. 2096 предварительный. 2096 занимать предварительно. Разрешили. 12.06 на прямой, посадка готов. 12.06 разрешил посадку справа по 93. 12.06 посадка разрешили, условия принял. 2096 третью с набором. 2096 занимать третью. Разрешили. 208 запуск. 208 запускайте. Понял. 208 выруливай. 208 выруливайте. 208 исполнительный. Занимайте 60. 60. 208 к взлету готов. 208 слева по 94. Взлетайте. Понял. 208 мать 6 левом на угол 1200. 208 разрешил набор левым. Разрешили. 208 угол 1200 работает. 208 разрешил работу на угол. Разрешили. Дальнейший набор. 208 разрешил дальнейший набор. Понял. Альфа, Браво, Хотель 029 на прямой посадке готов 24. Полоса. 089 разрешил посадку. 12.06, выход между 3 и 4, Вику пересек до обратного. До обратного. До обратного 12.06. Посадка в 26 минут по полосе на основную стоянку. 089. Наблюдайте впереди. Восьмерка стоит и колдун. Так точно, наблюдаю. Рулите туда по указанию встречающего. 208 на якорная. 208 заруливайте. Понял. Нева ниже Молитовского моста делает оборот, следует вниз. Внимание судам МБ-1223 составом на буксире двойной тяги с верхнего Печорского рейда снялась с якоря, будет выходить на судовой ход, следовать вверх. Инженер Иваницкий, Лысково. На связи, Иваницкий. Добрый день, сверху подходим к вам. Добрый день, по красным. Что принял по красным? Интересно вот так на берегу реки, на верхнем берегу послушать речной радиообмен на 300 МГц. Не так много радиообмена на 300 МГц вообще в России бывает, кроме речного. И речной поэтому еще интересней. Инженер Иваницкий, Валдай
добро. Валдай по красным. Принято, красные. Нева и Ярославец, Сура правым бортом. Нева отвечает правым. Диспетчер принимает правым бортом. МБ-1223 снизу подходит к разделительному бою, будет следовать вверх по Волге. Сура и Лысково, МБ-1223 левыми бортами. МБ, я Сура, я вот специально ушел тут на белый, чтобы вам не мешать. Давайте я правым бортом. Правым бортом добро, разойдемся правым. Приемник этот интересен тем, что можно его вот так вот просто поставить на землю, нижняя часть никаких разъемов, ничего не имеет. Можно сказать, предназначен для того, чтобы он ставился на что-то, в том числе и на дно, вот так вот, на нижнюю часть, и имеет встроенный аккумулятор, поэтому удобно, автономный совершенно приемник, можно его взять куда-то с собой. Никаких проводов вообще не нужно, просто включил и слушаю. Валдай 5 от 8-го причала, вверх по Волге. Ушки 57, РТ-334. Приняли. Добрый день. Успеешь мост пробежать?